Да, ребята, всем привет. Сегодня мы записываем подкаст из со мной Максим. На самом деле мой хороший приятель в том плане, то, что мы учились в одном универе, мы из одного города, и в 2019 году, Макс, поправь меня, переехал в Лондон и начал работать И на самом деле здорово, спасибо тебе большое, Макс, то, что согласился поучаствовать в этом подкасте, нашел переговорку в офисе. Мне безумно приятно. Вот. И сегодня хотелось бы с тобой поговорить про две вещи. Во-первых, в чем отличие лондонской компании от российских реалиях, и как решиться на релокейт, кому стоит этим заниматься, кому не стоит. И, наверное, хочу тебя попросить сказать пару слов о себе, кто ты, кем ты работаешь. Да. Здравствуйте, очень приятно. Привет, очень видеть приятно. тебя опять. Здравствуйте, меня зовут Максим, я работал раньше в Ульяновске очень много, собственно, закончил политех, УлГТУ, ЭВМ, и через какое-то время после того, как я занялся удаленной работой на Upwork, я решил найти уже нормальную удаленную работу. И так получилось, что мне, в общем, предложили релокейт в Лондон. Я согласился. Вот, я приехал сюда в Trendline, и потом, в 2019 году в ноябре, и потом через какое-то время я поступил, или нет, получается, пошел работать в 2021 году, в августе, да. Там, на самом деле, у тебя была интересная история, как ты попал. То есть ты фактически находился в Ульяновске, но сказал ребятам то, что ребята на самом деле в Лондоне, все окей? Нет. Я попал уже из Тренлайна. Ага. Вот, но там была другая история. Короче, вообще не советую повторять то, как я делал, потому что, раз уж мы затронули эту тему, это была очень долгая и мучительная история. В общем, когда я работал на Upwork, я получал где-то баксов 30-40 в час, но вместо того, чтобы работать полный рабочий день, я работал максимум часов 5-10. И я так работал где-то года 2-3, всем все нравилось, и потом компания сказала: «Макс, у нас нет денег, мы больше не можем платить». Это было вот примерно в ноябре 18 я такой: окей. Вот, я как бы посидел какое-то время, поискал работу, и я понял, что денег нет, и надо что-то делать. Я, в общем, тогда общался со своими друзьями, был вот, и сейчас есть очень близкий друг Паша. Паша, привет. Он мне, одалживал денег все это время. Хороший друг. Хороший друг. В общем, в общей сложности около $500,000 я у него одолжил за год, и потом вернул в следующем году до ковида, до начала ковида заработал. Но в целом, в общем, вот я целый год сидел и искал работу все это время удаленно. Ну, то есть я хотел найти работу в США удаленно, где-то там за 100 тысяч или вроде того. И я параллельно прокачивал английский, проходил всякие собеседования и узнавал вообще, что спрашивают на собеседованиях. Потому что у меня был смешной случай. Мне на собеседовании по-английски мне говорят: «Хорошо, Максим, расскажите, что такое closure». И я им говорю: я бы рад, но я не знаю, что это такое, потому что я знаю, что это такое по-русски, но я не знаю, что это такое по-английски. Они мне начинают объяснять, что closure это такое: это замыкание, все, без проблем. Вот, и, в общем, я очень много куда подавался, в GitLab, StickerMule и так далее. Короче, у меня было где-то, не знаю, 100 аппликантов все это время. Короче, я вот нон-стопом искал работу, и в итоге в мае я нашел работу в Тинькове через украинское ИП. То есть какой-то чел в Украине устроил меня в свое ИП, и потом устроил меня в Тинькофф. И я там работал какое-то время. Я делал модуль статистики. Типа аутстаффа, да, было? Да, аутстаффа. Но они сказали, что мы так уже не делаем, поэтому они ему заплатили денег за привод, меня, и я у них там какое-то время поработал. Вот, было очень классно, но пока я работал в Тинькове, я продолжал искать работу. И я уже когда нашел в Тренлайне, они говорят: мы тебя в Лондон перевезем, но надо будет только на онколе сидеть. Я такой: я не знаю, что это такое, но я согласен, поехали. Вот, и где-то с августа мы делали визу, по-моему, и вот в ноябре она доделалась, мы сделали все вещи, там снимки на туберкулез, сдача IELTS. Что такое сдача IELTS? Короче, здесь, в Англии, чтобы претендовать на работу, тебе нужно... У тебя есть два пути, по сути. Ты можешь либо сделать
талант-визу, сейчас очень популярна. Она делается, если у тебя есть публикации, подкасты и всякие такие вещи, ты можешь подать на визу таланта, и тебе ее сделают. Ты можешь здесь находиться без работы. Если нет, то тебе нужно работодатель, который есть в специальном списке реестров от государства, которым разрешено привозить людей. Им нужно доказать, что они не могли найти кого-то, кто находится здесь за эти же деньги. И тебе нужно соответствовать требованиям. Тебе нужно сдать английский IELTS, специальный IELTS UK. Он должен быть в сумме больше, чем 4 балла. Ну, то есть это, в принципе, любой школьник после 11 класса может его сдать. Present него... simple, past simple? Да. То есть это уровень B1. Вот такой вот. И он состоит из 4 частей. Там, соответственно, есть listening, reading, writing и speaking. И ты их отдельно проходишь там за 3 часа. Вот. В целом не очень сложно. У меня очень посредственно английский был, но я его прошел. Я просто нанял репетитора, я с ним провел 2 часа, я понял, какая структура у этого английского. По конкретному тесту именно, да? Ну, просто тест IELTS. Я понял, какая там структура, что надо делать, и потом я просто 2 недели позанимался. Ну, то есть я забукался на 2 недели вперед, позанимался эти 2 недели, порешал, и потом тест оказался легче, чем вот эти штуки. И я его сдал, по-моему, на 6,5 средний или 6, что как бы вот... Это удаленно, да, происходит? Нет. Ну, сейчас я, может быть, не знаю, как делается, но тогда я из Ульяновска ехал в Москву, сдавал туберкулез-тест, моя жена сдавала туберкулез-тест, я сдавал IELTS. Потом я приезжал обратно, когда мне прислали сертификат. Я с этим сертификатом, туберкулез-тестом, мы шли в посольство, там нам делали визу месячную. Ты приезжаешь сюда с месячной визой, и потом идешь на почту, ну, типа Почты России, и получаешь там свою карточку, что ты тут работаешь. Вот. Макс, смотри, ты как бы искал удаленную работу, да, хотел работать из России, но в итоге оказался в Лондоне. Да. Вот как ты на этот шаг решился, потому что как бы вообще не мэчится? Ну, было интересно, зарплата примерно соответствовала. То есть я хотел 100 тысяч долларов как бы зарплату в год. Здесь мне в Тернане предложили 75 тысяч фунтов в год. Конечно, налоги там другие, но все равно такой, как я хотел, а еще и перевозят. Тем более у меня еще на самом деле есть друзья, которые были в Лондоне. Соответственно, у меня один друг, он переехал, по-моему, в 2014 или в 2015 в Лондон. Прожил здесь несколько лет, потом уехал в Канаду, и там вот они уже получили гражданство. Второй мой друг тоже, он узнал, что этот друг уехал. Он такой, а что, так можно было? И он в 18-м уехал в Лондон или вроде того. Может, пораньше. И я такой, а я тоже хочу. Тем более у меня, на самом деле, из Ульяновска стали друзья потихоньку уезжать. То есть уехал вот этот друг, потом второй друг уехал. До этого еще один друг, он уехал во Вьетнам. Он там очень много работал, где-то лет 5, наверное. Еще один друг уехал в Ирландию. Другой уехал в Москву. Я такой, я хотел остаться в Ульяновске, потому что у меня есть друзья, для меня это важно. Но я потом подумал, что если я один останусь, то я буквально буду тем самым другом, к которому все приезжают в гости. Знаешь, так вот летом. Приехать, там родных повидать и с друзьями повидаться. Вот, и я такой, раз предлагают, чё бы и нет. Вопросы с первого блока. Чем ты сейчас занимаешься в компании и какой модуль ты разрабатываешь? О, да. Какой модуль я разрабатываю, конечно же, я вам сказать не могу. Но работаю я в компании Workplace. Это такой для корпораций. Возможно, кто-то из вас пользовался ВКонтакте, есть такая же идея. По крайней мере, когда моя знакомая работала в МТС, она рассказывала, что у них есть вот ВКонтакте один в один, но он только для них внутренний, для всех сотрудников МТС. Либо он может быть отдельный для бранча, например. Ульяновский МТС отдельный, там Воронежский отдельный. И там есть все, что угодно. Там барахолка, свидания, там мемасы, видосы. Но самое главное — это сплочение людей вместе, что у них как бы вот есть какие-то корпоративные ценности. И у тебя есть прямая связь сверху вниз и снизу вверх. То есть, грубо говоря, какой-нибудь там менеджер главный по Ульяновску или там по Лондону может сделать опрос, типа, ребят, как вам? Можно проводить конференции, Q&A,
Можно делать всякие трансляции прямые, там, делать отчеты, и все это публиковать, и люди будут видеть это прозрачность. Плюс мы сами как бы в мете используем это очень тяжело, в смысле very heavy using, потому что у нас все интегрировано. У нас есть, соответственно, у нас все самописное. То есть у нас тикетница самописная, pull-реквесты самописные. У нас вместо GitHub, гита используется Mercurial. Возможно, тоже контрибьютил Mercurial. И так далее. У нас все это связано вместе, и все вплетено. То есть, если я, например, пишу какой-нибудь отчет и говорю, я там за прошлую неделю сделал вот это, и присылаю просто номера тикетов. Они автоматически вставляют ссылки, ты можешь кликнуть, перейти туда, оттуда ты можешь перейти в пост и так далее. Ты можешь зайти в div, ткнуть и перейти к себе в Visual Studio файл, который там открыт. То есть у нас все очень классно сделано. Собственно, да, я немного отвлекся. Вот мы делаем Workplace для компаний. У нас есть, например, Макдональдс очень много. Там вот на главной странице, если зайдете в Workplace, там есть Макдональдс, AstraZeneca, может быть, Starbucks, какие-то еще. Вот, и они его используют. Фичи, которые я разработал до этого. Соответственно, моя команда занимается, наша команда, я там не главный пока, занимается тем, что мы делаем форму для создания постов. И в той фиче я сделал, соответственно, окно предпросмотра, как у тебя пост будет выглядеть на десктопе и на мобилке. Ты можешь там менять. Можешь прям там писать, он будет у тебя показываться. Мы добавили еще... у нас есть inline images, это картинки, которые вставляются в пост, а не под постом. И я, соответственно, сделал фичу, которая позволяет нарезать баннеры из них и вставлять в плашку поста. Плюс еще у нас появились кастом-эмоджи, как в Slack, только они администрируемые, то есть централизованный администратор добавляет эмодзи, и потом люди могут их использовать. То есть какашку нельзя поставить? Какашку нельзя поставить. Ну, как бы, и там есть стандартные вот эти вот факи-какашки из Apple. Их можно и так ставить. Ага, я понял. То есть, получается, разрабатываете внутреннюю систему типа стафа, и твоя роль ответственности заключается, как бы, по сути говоря, в фид-ленте, которую вы делаете. Да. Нет, фид-лента — это отдельная команда. То есть у нас называлась раньше команда Content Creation, то есть мы делали штуки для создания и консюминга постов. То есть какие-то атачменты, какой-то новый вид поста, Markdown, например, добавить и так далее. Макс, я знаю то, что ты фронт-энд разработчик, да. Но вот когда в прошлый раз я приезжал в Лондон в мае, ты рассказывал то, что на самом деле приходится писать бэк. Расскажи, пожалуйста, то есть, и какой стек технологий используете, и почему фронтендер как бы пишет на бэкэнде, то есть ты full stack здесь? Да, пишу я на бэкэнде, потому что у меня нет выхода, потому что мы здесь все, образно говоря, фуллстекеры. Стек технологий у нас, соответственно, вы можете зайти на GitHub, и практически все, что там есть, мы используем. Соответственно, у нас есть свой собственный PHP-движок, PHP-H, кажется, он называется, React, Jest, Java, Flow. Вот, то, собственно, все, что доступно снаружи, мы делаем внутри. Lexical недавно добавился, кстати, ребят, очень классный редактор. Онлайн, не онлайн, Визивик эдитор, да, причем он сделан не на React, работает с дом-деревьями, весит 20 килобайт, очень быстрый, и внутри него он работает на основе деревьев, то есть это самое новое, самое модное. Он создал, я его использую. Да, вот, собственно, я поэтому и говорю. И в нем из-за того, что используется дерево, ты можешь сделать параллельную работу очень легко, как в Google Docs. Потому что там это возможно, потому что у них тоже внутри используется древовидная структура хранения данных. Интересно. Слушай, Макс, а у вас есть какие-то преимущества в том плане, то, что на самом деле много технологий создал, тот же React, например. А можете ли вы как-то там приоритетно контрибьютить, либо просить ребят доделать какой-то функционал, которого нет? Вообще у нас, по крайней мере, вот у нашей команды есть достаточно свободы. На самом деле, я думаю, у многих есть такая свобода, просто не у всех есть время и желание это делать. То есть в целом, да, я могу, если я захочу, в Lexical куда-то законтрибьютить, могу в React законтрибьютить. Я могу даже заниматься проектами с другой стороны. Ну, в смысле, как...
у нас же есть другие команды разные. Я могу, например, другой команде помогать, другие проекты делать. Я могу в целом создать свою собственную команду из моих коллег и сказать: все, ребят, мы теперь давайте сделаем вот так. Я договорился там с лидами, я договорился с моим менеджером, эта работа будет валидна. Просто не всегда есть время для этого, и у нас же тоже как бы есть PSC, сейчас это модно делать, наверное, в Яндексе тоже, это полугодовое, годовое ревью. Соответственно, чтобы соответствовать годовому ревью, тебе нужно, во-первых, выполнять задачи, которые поставила команда или руководство команды. То есть, если руководство команды сказало: мы в этом году делаем фичи и удовлетворяем потребности наших high priority кастомеров. Если ты делаешь что-то в этом округе, тебе засчитывается. Если ты сделал React быстрее в 1000 раз, ты, конечно, молодец, но целей не достигнул. Поэтому первостепенно надо достигать целей своего юнита, а потом уже ты можешь делать что-то на стороне. Либо как-то сам планируешь это. А у вас есть такое с целями? Я понял то, что как бы технические таски. Например, условно говоря, ты делал какой-то функционал, перед тобой поставили цели. Ты весь функционал реализовал, там 5 задач из 5. Но глобально как бы бизнес не дозаработал денег. Может ли это как-то сказаться на ревью? На низких уровнях нет. То есть у меня 4-й уровень, на 4-м, на 5-м уровне о деньгах речи не идет. Речь идет о деньгах на 6-м уровне и дальше там, по-моему, 7-й, 8-й, М1. Вот там, да. То есть у нас нету грейдов, да, нету. Потому что 4-й, то есть у нас есть самый первый, это интерн. Он просто пришел, и у него есть проект, ему надо сделать этот проект. Его ревьюют каждые 2 недели. Его, собственно, ментор и тот, кто ему помогает. Мы там пишем отчеты. Потом есть IC3. Это люди, которые после интернатуры вернулись в работают там. У них задача делать таски и вливаться в коллектив. 4-й уровень, он должен как бы сам себя развлекать. То есть он берет таски, но при этом не делает какого-то скопа на других участников. 5-й уровень, он уже, да, то есть он хорошо, если делает скоп не только для себя, но и для кого-то. То есть, например, вот у меня есть проект, там, не знаю, вот этих вот пост-превью. Я говорю: ребят, вот есть пост-превью, давайте вот вы будете делать часть, которая будет рендерить фронт-энд для для сайта, а вы будете делать для мобилки. Все расписал, вот я, соответственно, сделал скоп для 2 человек, я молодец. Вот. А вот уже 6-й, там, да, там уже 6-й есть, что у тебя какие-то решения или какие-то... То есть ты сам должен быть инициатором, да? Либо ты сам инициатором, либо ты как бы вписался в тот проект, который принес ревеню какой-то. Но это тоже зависит от компании, от команды, потому что на самом деле вот какой бы ты классную фичу ни сделал, ревеню в основном генерирует sales. По крайней мере, много где. То есть это вот, наверное, если ты в Яндекс.Рекламе работаешь, там, да, твой как бы софт, который ты делаешь, который показывает рекламу, там, более дорогую и так далее. Ты можешь сделать так, что вот там более выгодный алгоритм будет приносить больше денег. Но в целом, как бы, если ты, не знаю, в Яндекс.Маркете, то ты, по сути, там же продаешь рекламу, по сути. А вот в Workplace мы тоже продаем как продукт, поэтому у нас там нет рекламы, поэтому в основном весь ревеню идет с sales. На нас, по сути, ответственность, чтобы был retention большой, то есть кастомеры продолжали возвращаться к нам, поэтому у нас есть метрики, которые говорят, что окей, вот у нас есть фичи, если мы разрабатываем, у нас должен быть adoption такой, что их должны, ну, то есть чтобы мы не просто сделали метрику, там, не знаю, фичу, которую никто не пользует, а сделали ту, которая нужна кастомерам. Поэтому у нас есть отдельная программа, где кастомеры могут оставлять свои запросы и говорить: ребят, мы вот хотим на весь бранч сделать там вот эту штуку. И вот мы, соответственно, кастом эмодзи так сделал. То есть кто-то оставил запрос, сказал: мы хотим. Мы такие: хорошо, мы рассмотрим. Ну, то есть, условно говоря, если Макдональдс просит сделать функционал, он будет раскатан потом на все компании, которые используют этот workspace. Да. То есть у нас пока весь функционал доступен сразу. Есть там какие-то, там надо смотреть прайсинг. Вообще просто зависит от размера компании. Там за каждого человека, который пользуется Workplace, платится денежку, там, не знаю, $4. Например. Ну, классическая подписка. Да, классическая подписка. И, соответственно,
Если мы сделаем фичу какую-нибудь крутую, мы не можем ответить за результат в том плане, что повысится это продажи или нет. В основном это sales, то есть даже те же фильмы сейчас. Сколько ты рекламу вот вбухал, вот в Барби они вбухали столько же, сколько сам фильм. Хайпа было много, фильм продался хорошо, как бы. Конечно, тут заслуга именно из самого фильма, что он неплох, но в целом, да, в этой части sales. Но если ты работаешь в Ads, в рекламе, то там уже у тебя есть какое-то более прямое Наверное, значение продукт-овнеры есть, которые понимают цели бизнеса. Да. Ну и у нас тоже есть продукт-оунер. То есть у нас такой он сверху вниз, снизу вверх. То есть у нас есть сверху такой стратегический план, снизу мы запросы кастомеров смотрим, что он совпадал вот с этим, и они вот встречаются вместе, и что-то происходит. Иногда бывает что-то срочное, например, там выяснилось, что какая-то команда там что-то убирает, и надо как-то добавить или там решить проблему резко. Но в целом все достаточно распланировано по полгода. Да, хочу немножко перепрыгнуть. Мы тут поговорили про работу, потому что самое интересное, да, чем занимаешься. А вот если отмотать немножко назад, расскажи, из каких этапов состояло собеседование, потому что как бы фарм-компании, они крупные, и собеседования достаточно длительные идут. Во-первых, сколько по времени заняло, и во-вторых, из каких этапов это было? По времени заняло где-то полгода, и у меня чуть ли не самый, наверное, быстрый. Потому что они, по крайней мере, HR, с которыми я общался, они знают, что люди, во-первых, отваливаются в том плане, что плохо подготовились, и они, соответственно, не проходят дальше. Поэтому они тебе советуют время подготовиться. В общем, как было. Значит, я оставил заявку там, или рефер был, мне позвонил рекрутер, говорит, так и так, хорошо. Мы с ним пообщались, он говорит, ладно, я позвоню там через неделю. Звонит через неделю, говорит, хорошо, давай сделаем интервью. Первое там техническое. По структуре, значит, там было 2 технических интервью, дизайн-интервью и behavioral интервью, но между ними были промежутки. Вот. Теперь дальше. Вот он звонит и говорит, давай, вот у тебя первое интервью, рекомендую минимум месяц подготовиться к нему. Там первое техническое, говорит, что будет. Я говорю, давайте, окей, через месяц. Готовился я, соответственно, сделал интервью, прошел его, они говорят, окей. Еще через 2 недели звонят после интервью, говорят, хорошо, следующее, давай назначим еще там через месяц. Офигеть. И вот так вот было, короче. То есть они растягивают этот процесс. Потом в итоге с первого раза я туда не попал, потому что есть квота, сколько людей надо. То есть нужно там, например, 1000 человек 4 уровня, там 500 человек 5 уровня, а пришло 1500 4 уровня прошли. Соответственно, они просто, кто принял оффер, они убирают. Говорит остальным, сорян, мы на вот 5 не хватает, но вы не 5, к сожалению. Вот, так что я подождал какое-то время, и через полгода я им позвонил, говорю, давайте, что у вас там в новом году? Я готов еще раз проходить. Он говорит, проходить не надо, мы уже готовы оффер выслать. Я такой, отлично. То есть там какой-то гэп есть, условно, полгода, когда можно повторно прийти, ничего приходить не нужно. Да, я же прошел. То есть я не завалил интервью. Если ты заваливаешь, то у тебя год. Если ты не завалил, то как бы компания большая, тебя могут забыть. Мне повезло, я напомнил о себе, и мне сказали, готовы сделать оффер. Еще в деталях проговорим про 4 вот этих этапа, да, получается? Первый HR-скрининг был или как? 5. Первый HR-скрининг, просто насколько я адекватный. Потом был technical интервью. Там было 2 задачи тебе дают. Тебе их нужно решить, успеть обе. То есть тебе дают 45 минут, тебе нужно за 45 минут решить обе задачи хоть как-то. То есть там ты можешь, например, сделать там сортировку пузырьком условно, или там сделать решение, которое будет n-куб, неважно. Если ты сделал, хорошо. То есть там есть какие-то чек-листы, я не знаю, какие самое главное сделать, если ты хочешь Самое главное сделать, вообще, по крайней мере, вот в фангах, да, самое главное сделать хоть как. Потом, если время есть, то можешь улучшить. Второе, техническое, то же самое, только чуть другие задачки. Потом дизайн-интервью там было, например, там, не знаю, у вас есть приложение... архитектура, да? Да, архитектура, там, что ты вот нажимаешь на кнопку, и у тебя там условно
дается бургер бесплатный, как сделать так, чтобы мы ровно 1 000 000 бургеров раздали и ничего не упало. Но это для бэкэнда, например. Для фронтенда там другое. И последний behavioral. Там просто просят тебя рассказывать cool story, например, там. Вот расскажи мне, когда ты там не был согласен с менеджером, и как ты разрешил эту ситуацию. Расскажи там, когда ты не был согласен, и тебе пришлось уступить. Там, расскажи там... И там, я так помню, то, что они не принимают положительные ответы, когда говоришь, я всегда был согласен, типа это не ок тоже. Они хотят услышать, как ты решаешь конфликтные ситуации. Ну да, но я не знаю, как это оценивается вообще. То есть я просто рассказывал cool story. У меня есть... У тебя тоже наверняка есть куча ситуаций, которые с тобой не происходили. Наверняка у тебя не наберется столько ситуаций, потому что ты знаешь ситуации, которые происходили с другими, поэтому ты просто ставишь себя на его место и рассказываешь то же самое. Ничего придумывать не надо, врать не надо, ситуация та же, все отлично. Интересно. Мне на самом деле, когда я проходил архитектурную секцию в Яндекс, меня просили спроектировать Stack Overflow полностью, и фронт, и бэкэнд. Не, ну я честно скажу, вот именно программерская школа в России пожестче спрашивает и сильнее программисты. Сильнее, да? Сильнее, да. Но у нас тут все почти из Яндекса, из я один только... Ой, прошу прощения, из Яндекса, из Mail.ru, из ВКонтакте. Я один просто с улицы пришел, там, не знаю, практически из Ульяновска приехал, но я нигде в каких больших компаниях не работал до этого. Угу. Макс, смотри, такой вопрос, как выглядит твой рабочий день, как он выглядел, когда ты трудоустроился до ковида, во время ковида и сейчас? Я до ковида не работал, я приехал сюда в 2019 году, я работал в Тренлайне, потом в 2021 я уволился из Тренлайна и пошел в так что я работал в ковид и после ковида. Соответственно, в ковид там тебе присылают ноутбук, телефон, у нас отдельный ноутбук, телефон, спасибо большое. Очень приятно. Я могу разделять рабочую и личную жизнь. Ну и там первый месяц или 1,5 идет буткэмп. То есть надо просто заходить, смотреть видео. То есть тогда в ковид были видео. Да, стоит сказать, какую технику дают. Дают iPhone. iPhone. Нет, ты сам выбираешь. А что можно выбрать? iPhone, Samsung, что-то еще там. Ну там типа АА-сегмент, да? Я не знаю, я не помню. Я просто выбрал iPhone, потому что у меня и так iPhone. Вот у меня 13-й, я взял 11-й, и он есть не просит, и хорошо. Окей. Вот. Ноутбук ты тоже можешь выбрать. Вот MacBook, ты можешь выбрать Lenovo, можешь поменять его через 2 года. Но новые, они тяжелые, и у меня и так работает, и хорошо. То есть у меня девиз... Работает и ладно, потому что офф-топик немного. Я очень горю, когда я обновляю какое-нибудь приложение, банковское, например, еще что-нибудь, оно работает медленнее. Я такой, боже, зачем я его скачал? Я поэтому вот адепт, я ничего не качаю, у меня автообновления отключены, только когда вот уже приложение говорит, все, я не буду работать, я такой, ладно, так и быть, я тебя обновлю. Так вот, в общем, прислали эти штуки, и там были онлайн-конференции, сначала там для знакомства. Потом у нас была такая группа людей, типа небольшая, там 5-6 человек, которые вот онлайн тоже, ну, все в workplace происходит в чате. Мы искали себе команду. Мы нашли команду, то есть прямо отдельный хайринг получается. Но по сути тебе никто не может сказать нет, ты сам выбираешь. Ну и я составил, соответственно, Excel-табличку, какая команда, за что отвечает, там я им графики поставил, там я понимаю, что она делает, я знаю, какой импакт я буду делать. То есть ты продать еще себя должен, да? Нет, ты не должен себя продать, ты должен просто выбрать. Просто выбрать. Да, ты просто выбрать, то есть они не могут тебя отказать, наоборот, все хотят, чтобы ты у них работал. Ты уже прошел собес, тебе не нужно дополнительно проходить, но нужно тебе самому выбрать, поэтому я выбирал те области, которые я точно знаю, как делать, где я смогу сделать импакт, и мне понятен проект, вот, и где не супер душно работать. То есть, например, в адвертайзменте очень жесткая конкуренция и очень тяжело работать, поэтому я туда не пошел. Вот, поэтому я выбрал вот и по всем критериям подходила вот эта вот команда, то есть форма для создания контента. Я знаю, что это такое, я теоретически могу это сделать, я знаю, какой я импакт могу сделать. Вот. И потом я уже, когда выбрал команду, мне дали такой проект небольшой, и я там вот в песочнице там копался в нем. Потом уже, когда год прошел, полгода, то есть я в августе 16-го я пришел туда работать,
Потом в сентябре я выбрал команду. Вот с сентября по зиму я сделал вот MVP вот этого пост-превью. А потом на следующий год уже все по-серьезному было. То есть я участвовал в планировании, там общался с командой и так далее. Вот прообщался с командой, вот, так скажем, первые дни, когда ты трудоустроился насколько тяжело было как бы говорить на английском, понимать то, что тебе говорят? А мне уже было просто. Но вот когда я в Тренлайне работал, было очень сложно. То есть я буквально только приехал с самолета в субботу. В понедельник приехал на работу. Я, во-первых, опоздал, потому что я не знал, где это находится. Я вышел там. У нас офис называется Холборн 121. Я вышел на станции Холборн, надо оттуда идти еще минут 30 или 20. Я вообще ничего не понимал, чем мне говорят. Я просто, грубо говоря, там первый месяц или полтора я просто сидел, молчал практически и говорил там да, нет, не знаю. И вот просто делал импакт кодом. Потом, соответственно, со временем я уже прислушался и уже лучше стало. То есть через месяц-два я более-менее стал односвязно говорить, отвечать, типа пиар, посмотри, пожалуйста. Я есть Максим. Я есть Максим, да. Потом уже гораздо лучше стало. Ну и это произошло само собой, или ты какие-то курсы проходил? Просто в среде ты находился? Да, потому что в среде. У меня и до этого была среда. Я себе телефон и ноутбук с 2013 поставил на английский, хотя его относительно плохо знал. И игры старался играть на английском. Вот, ничего не понятно, но очень интересно. В какой-то момент привыкаешь. А если еще здесь находишься, то можешь смотреть английские ТикТоки, английский YouTube и так далее, даже если с русскими субтитрами. Мне BBC нравится здесь, успокаивает. Вот, BBC успокаивает, да, там фермеров каких-нибудь шотландских показывают. Поэтому именно изучение языка происходит при погружении в среду. Почему в России тяжелее делать? Потому что ты все время говоришь по-русски, дома по-русски, слушаешь по-русски, и один раз в час ты как бы приходишь, у тебя по-английски говоришь, поэтому надо всю среду себе сделать. Дома не обязательно говорить по-английски, но весь контент надо потреблять английский, желательно. То есть ты сейчас понимаешь нейтивов, которые говорят «вота»? Вот, нет, я не понимаю. Я до сих пор... Я вот сегодня был у барбера, и мне тяжело было понять. То есть что-то я понимаю каких-то людей, что-то нет. Но английскую речь я определенно понимаю лучше, потому что мы смотрели, когда последнего Джеймса Бонда, вот актера, который его играл, я понимал лучше, чем американских. Их там... Я их отличаю. Вот, поэтому мы американские фильмы смотрим с субтитрами, а родные можно и без. Родные, мне нравится. Родные. А вы не смотрели «Оппенгеймера»? Смотрел. Ну, в оригинале получилось, все понял? Нет, но мне сказали там, что... Много терминов. Нет, просто они не обрабатывали звук, они как записали его со стройплощадки, в смысле со съемочной площадки, он так и попал. Да, вернемся обратно к рабочему дню. В итоге, как сейчас выглядит твой рабочий день? Ну сейчас я прихожу в офис, и я стараюсь завтракать с женой, потому что ей очень нравится. Но когда она, например, была в России, я приезжал сюда к 9:30, к 9, ел завтрак, и, соответственно, до обеда время такое более размеренное у меня. У нашей команды есть отдельные митинг-дни, это вторник, четверг, а остальные дни без митингов. Поэтому вторник, четверг я практически не работаю, потому что у меня нет времени. То есть там я прихожу без завтрака. Капец, как удобно. Я не представляю, что такое митинги только вторник-четверг, потому что у меня вся неделя в них. Ну ты у тебя какая должность? Ну окей, даже у моих разработчиков. Ты CTO, да? Ты же CTO? Не-не-не, я Head of Web Department. Ты Head of Web Department. Я 4-й уровень, то есть если я пройду там probation period, я потом стану 5-м уровнем, то есть это типа лид, но по сути я в целом не знаю ничьи роли. То есть у нас просто типа front-end developer, back-end developer, front-end developer, back-end developer, Android developer, iOS developer. Я не знаю их уровней. То есть это хорошо, что позволяет проявляться себя, да. Вот. Да, митинги, мы их так сместили, чтобы хоть как-то работать. И потом уже, соответственно, до обеда у меня либо митинги, либо я смотрю дифы, то есть pull-реквесты, и читаю в Workplace и пишу какие-то, не отчеты, посты. То есть там обычно мы как делаем? Мы проводим митинг и пишем пост об этом в группе по работе. То есть там есть, например,
Вот как я делал пост-превью, у меня там был я, дизайнер, менеджер, еще кто-то. Я там писал, вот мы там встретились с этими, Типа обсудили. агенда. Да, не, уже пост. Пост-агенда в самом календаре ставится, а это пост. Summary. Да, summary. Вот, а потом уже после обеда как бы я обычно работаю. И там вот, ну, обед прошел, там на мансарду сходили, там покушали, и вот уже прям такое хорошее время, там до 5, может, до 6 иногда. То есть вы работаете с 9 до 5-6, да? Да, да, да. А здесь вот, допустим, если сравнивать с Россией, такое дольче вита, как в Италии, расслабленное немножко все, или наоборот напряженное? Смотря где работать. Вот в Тренлане я работал, там было гораздо все проще, чем, не знаю, там в какой-то левой конторе в России. Люди из Яндекса, которые сюда приходят, они говорят, что тут проще в том плане, что меньше надо работать, именно вот кнопки нажимать, но сложнее в том плане, что тебе нужно кучу другой работы делать. То есть, например, я не знаю, как в Яндексе, у нас здесь мы не только разрабатываем, то есть мы, что делает разработчик здесь? Он планирует half вместе с менеджерами. Что такое half? Ну, полгода. Срок half. понял. Да, планируем half. То есть в ближайшие полгода мы планируем, что мы будем делать. Потом расписывает обязанности, ищет проекты. Потом, когда он взял проекты, что ему нужно? Ему нужно самому собрать митинг с менеджером и дизайнером, запросить дизайн, потом сделать фичу согласно с дизайном, пройти privacy review, это, соответственно, какие данные, как мы используем, у нас есть отдельный департамент, который за это стоит, QA, потом написать тесты еще на это все. Потом у нас есть отдельный, если она идет публично, эта фича, у нас есть отдельный процесс, который называется типа GA, то есть General Availability, типа доступно публике. Для этого тебе нужно опять с дизайнером списаться, с другим дизайнером, контент-дизайнер, который занимается текстом, все это сделать, там фичер-флаги поставить, что типа мы включаем эту фичу, выключаем, логи настроить, эксперимент завести, с дата-аналитиком поговорить, чтобы он одобрил там твои метрики, потом все это сделать, ты запустил, там прошло какое-то время, ты написал отчет, что вот такие-то метрики, и вот это вот у нас называется разработчиком. У нас плюс-минус так же. Так же, да? Да, Потому плюс-минус. что, видимо, сейчас у вас или сейчас по-другому стал, или... От бизнес-юнита сильно зависит. Ваши коллеги лукают. Вот из Яндекс.Еды говорят, что они там только работали. Вот они приходят и жмут кнопки, работают там. Вот там 4 года работало. А здесь они более самостоятельны из-за того, что это они умеют хорошо работать и вот понимают эти бизнес-процессы. Если из маленькой компании, вот как я, мне тяжело было. Слава богу, что я сюда не пятому уровню пришел, потому что я бы... Не вывез. Было бы тяжело, да. Вот сейчас я уже понимаю, то есть я через 1,5 года только понял, типа, вот что от меня ждут, вот что я могу сделать, и я стараюсь не набирать много проектов, потому что мне бы эти хотя бы сделать, потому что надо не только код писать, а вот все вот это вокруг. Но всегда успевал? Да, но было тяжело. Макс, а тебя сразу взяли в штат, и был ли какой-то испытательный срок, после которого могли уволить? И, ну, типа, после того, если была испыталка, поднимают ли грейд? Нет, не поднимают. Тебя сразу берут на тот грейд, на который ты согласился. То есть там, если там, не знаю, 75 тысяч в год плюс акции, то у тебя 75 тысяч в год плюс акции. Тебя не грейд, тебе поднимают зарплату в конце года по результатам вот ревью твоего. Если у тебя meets all, то есть ты достиг все ожидания, то ты молодец. Если у тебя exceed expectation или там есть еще какие-то уровни, то тебе поднимают зарплату и чуть-чуть, и много стоков накидывают. То есть вам не премию платят, не премиальную часть, а именно акциями, да? Да, Опционы. акциями, да. У нас премиальная часть, вот у меня на моем уровне, по-моему, 10% акций этих. 10% премии, то есть там, соответственно, 75 тысяч плюс 10% премии. Она платится 2 раза, соответственно, 5% от этого в марте, 5% в сентябре. И еще там акции платятся каждый последний месяц сезона в середине. То есть в середине февраля, в середине мая, в середине там августа и в середине ноября. А как часто ты можешь веститься? Каждый квартал выплачивают. То есть тебе выплатили, все, они твои. Ты твои, то есть как угодно можешь распределиться? Нет, ты можешь продавать их только в трейдинг window. Трейдинг window начинается
после того, как выпустился отчет публичный, и ты вот в этот месяц можешь трейдиться. То есть, грубо говоря, вот мне дают в 15 ноября, если у меня были акции до, я их могу торговать 1-2 ноября, там обычно у нас пост отдельный есть, и до там конца, до 30 ноября. Интересно. Поэтому как бы ты не можешь сильно спекулировать, плюс еще мы не можем шортить, мы не можем покупать ETF, в которых там больше 30%. Так что у нас единственная мотивация работать хорошо, потому что перформанс, и в основном дальше там с грейдом. Ты можешь посмотреть на FYI, там в принципе более-менее правдиво расписаны зарплаты, там правда по умолчанию для США, у нас они, конечно, поменьше. А вот твоя зарплата, она как бы по Лондону какой является? Средней, выше среднего? И ты Смотря с кем сравнивать. Ну, если сравнивать, допустим, я не знаю, там, среднюю температуру по Лондону взять, да? Ну среднюю температуру по Лондону отличная вообще зарплата. У нас что-то типа... Не дайте бы соврать, можно погуглить потом. 40, может 45 тысяч фунтов в год. Но это тоже хорошее. Обычно, я думаю, люди получают где-то 20-30 тысяч фунтов в год. Вот. Но, собственно, у нас поэтому и налоги такие большие. То есть у нас же прогрессивная шкала. У нас с первых 12,5 тысяч ничего не берется. Потом с этих 12,5 до 50 20%. Потом все остальное 40%. В Сербии интересно сделано то, что как бы там, так скажем, тоже прогрессивная шкала есть, с которой ты ничего не платишь, но если ты выше какой-то суммы зарабатываешь, ты должен доплатить. И делать ты должен это сам. Идти в налоговую, составлять декларации. Здесь так же? Да. Ну, то есть наполовину. То есть здесь микс между Сербией и Россией. В России работодатель за тебя платит зарплату. Здесь тоже как бы отдел бухгалтерии платит за тебя... не зарплату, прошу прощения, налоги. Здесь тоже отдел бухгалтерии платит за тебя налоги, и он общается с налоговой, и налоговая присылает код. Этот код означает, в какой ты такс-зоне, и, например, у тебя вот первый, если ты зарабатываешь больше 100 тысяч в год, то у тебя вот эти 12,5 тысяч, они убывают, ты с них начинаешь налоги платить, вот как и в Сербии, наверное. Вот как. Да. И потом уже после 125 ты 45% платишь. Ну, то есть не на всю сумму, а вот именно вот ну, на минус 12, там сколько, 12 тысяч, ты сказал? Да. Ну, тут на этот диапазон. И они очень часто обманывают в лучшую сторону. То есть я вот в прошлом году я должен был, по-моему, 1700. Я просто сразу им отдал налоговую, чтобы не размазывать. И в этот раз я завысил там зарплату себе, потому что стоки тоже считаются зарплатой. Бонус считается зарплатой. У нас есть всякие программы, например, я купил проездной за 1800 фунтов в год. Это они как бы мне платят. Просто деньгу к зарплате добавили, это тоже налоговый идет. Подожди, 180 тысяч рублей за год ты отдал за проездной. Да. Ну тут проехал туда-обратно 5-6 фунтов, а если ты 3 раза, то у тебя 7,5, если не больше. Это безлимитный, да, какой-то? Это безлимитный, но это между двумя зонами, между первой и второй. То есть, между первой и второй, не третья даже? Нет, да, если третья, там еще больше. Короче, вот. Поэтому многие живут где-то вне Лондона и работают удаленно. Смотри, последний вопрос, самый больной будет из этого блока. Как ты пережил лей-офф в компании? Я знаю, что их несколько было. Как вообще все проходило? Начнем с того, что моя позиция не совпадает с позицией и все, что я говорю, мое личное мнение. Моя позиция, конечно же, будет меняться от того, остался бы я с метой или нет, но так как я остался, я на это смотрю более позитивно. В первый раз, собственно, на Блайнде и на Wall Street Journal говорили ребята, что вот в первый раз, когда мы узнали о лей-оффах, мы узнали за день до того, как они произойдут. То есть там во вторник появилась статья, в среду это будет увольнять людей. Мы такие, опа. Я такой, ладно, я возьму отпуск. И мы взяли отпуск. Я взял отпуск с женой, и мы пошли там, походили, в Тейт зашли. Очень хороший музей. Вот, я пришел домой, открыл телефон, такой, нет, не за Affection. Ну, хорошо, потому что многие там сидели, думскроллили, а так как это уже был, получается, что? Что? Это был ноябрь 2022 года, я не понаслышке знал, что такое думскроллинг, поэтому я такой, ребята, я узнаю об этом чуть попозже, пойду посмотрю музеи, поем фиш-н-чипсы и вообще отлично. Хорошая стратегия, не стал Да, сам конечно, не мучился, потому что там я читал потом, там некоторые, вообще в этот день никто не работал практически, потому что все были devastated.
ходили там, обсуждали это, там спекуляции всякие были на тему того, вот там, если зайдешь туда, там в такую-то тулзу, там вот красненькая, то вот, возможно, ты заэффекчен. То есть вот ковид плюс все остальное, вот просто инфоповод даже внутри ребята умудряются разгонять. Вот. Да, с чем ты это связываешь, то, что произошли лей-оффы, то, что набрали в ковид очень много разработчиков, менеджеров, которых нужно сокращать сейчас, потому что нет столько потребителей, или просто как бы, ну, просто много где это произошло, либо крупный сговор, где ребята решили немножко как бы бюджеты свои подсократить? Я думаю, тут две вещи. Это, во-первых, высокие процентные ставки. Как высокие? В принципе, они нормальные, должны быть такие, но выше, чем бизнес привык. И второе, это, соответственно, мода. То есть я начну, наверное, со второй, потом Давай. перейдем к первой. Вот смотри, допустим, я рад, что ты спросил про экономику меня. Вот есть, например, 3 компании, да, Google, Netflix и Amazon, да, и вот они, если ты посмотришь на графики, они рейтятся одинаково примерно, и они с S&P ходят туда-сюда одновременно, у них только разные бета. То есть амплитуда, с которой они относительно друг к другу. И, соответственно, вот такая ситуация. Google увольняет, там, не знаю, 5% штата, Netflix увольняет 5% штата. Что делать Amazon? У него есть вилка. Либо он оставляет людей, и тогда, если в экономике все будет плохо по естественным причинам, потому что высокие процентные ставки, людей у денег меньше и так далее, к ним придут инвесторы и скажут: дорогой, а вот у тебя в бизнесе все плохо, потому что ты штат не сократил. Ты видишь, Google и Netflix сократили штат. Они молодцы, берем деньги, отведем к ним. Поэтому, в принципе, в такой ситуации у компаний с такой точки зрения не особо есть выбор, как мне кажется. Потому что, собственно, если наступает ковид и кто-то нанимает, и он окажется прав, тогда ты будешь аутсайдером. А если вы как бы все вместе нанимаете, то вы все вместе как бы и молодцы. А если вам все вместе плохо от неудачных решений, то вы как бы обнимаете друг друга, пьете пиво и говорите: блин, вот как я неудачно решил. И другой такой тебе говорит: я тоже добро. Вот. Именно поэтому это одна из причин. Первая причина, самое главное, это, естественно, высокие процентные ставки. Потому что я не знаю, как твои читатели, зрители следят за этим, но до 2008 года, можно тут график вставить, возможно. Здесь. Да, здесь вот ставки были как вот сейчас. То есть если посмотреть, там в 70-х, 80-х в Америке был кризис, там были ставки по доллару 15%, 10%. Можно почитать New York Times, который писал в это время. Он пишет тоже, что сейчас. Как люди будут выплачивать ипотеку, когда раньше за дом там из 100 тысяч долларов он стоил X в месяц, а сейчас он стоит 1,5X в месяц или там 2X в месяц. Как так? Людям некуда там девать, ну, в смысле, некуда есть, скажем так, не на что есть и жить. Но после кризиса 2008 года решили, что надо как-то экономику спасать, и поэтому ставки уронили в пол, и они там составляли 0,5% или 0,25%, даже до, вот, соответственно, до, по-моему, в 2022 году началось поднятие ставок или где-то там около того. И бизнес как жил? И Google, и другие гиганты. Брали кредиты? Они брали кредиты, потому что если ты, например, берешь, вот смотри, ты Google, у тебя есть кэш, да? Ты берешь, условно, 1 миллиард на 5 лет, да? Ты с этого платишь 0,25% официально. И если не официально, то там тебе еще больше, еще меньше дадут. То есть, грубо говоря, бесплатные деньги. Ты берешь это на 5 лет, ну или на 10, например. Ты их берешь, и потом в середине 5 лет ты говоришь: ребят, вот ты часть денег оставляешь, ты с них выплачиваешь что-то часть. Ты говоришь: ребята, давайте еще продолжим праздник жизни. Тебе выдают там 2 миллиарда. Ты как бы еще увеличиваешь и так далее. Реструктурируешь долг, берешь еще. А кэш, который ты зарабатываешь, ты его себе складываешь, потому что кэш — это то, что у тебя есть, а долг, он просто вот пришел-ушел. И поэтому на самом деле, не даст соврать, где-то 20-30% мировых компаний, они так и работают. Собственно, ладно, и Google, они хотя бы деньги зарабатывают. Но вот, например, Uber, почему у него была такая бизнес-модель, что я сначала вырасту и захвачу рынок, а потом буду зарабатывать деньги?
У него, собственно, была так... Он мог себе позволить, потому что были такие сверхнизкие аномальные процентные ставки. Как бы попробуй захватить рынок при даже хотя бы 2%. Ну, у них в 2022 году просадка была по прибыли. Да, сильная. так они никогда не приносили прибыль, по-моему. Вот Deliveroo, они до сих пор убыточные, они не приносят прибыли. Вообще все доставки, они не приносят денег. Они именно вот что, захватывают рынок, чтобы в конце когда-то... Остаться одни. Да, потому что вот Яндекс очень хорошо работает с точки зрения коммерции в России, но здесь даже Deliveroo не может себе такого позволить. То есть здесь, если ты заказываешь Deliveroo, например, кебаб, он стоит 20 фунтов в смысле, там, рис с шашлычком, грубо говоря. Он стоит 20 фунтов, если ты в ресторан берешь. Если ты заказываешь через Deliveroo, считаем, Deliveroo берет 20% с ресторана. Соответственно, ресторан это учитывает в своих ценниках. И в Deliveroo он стоит уже 24. Потом ты платишь за доставку. Сервис-фи. И еще что-то еще там, по-моему. То есть там... И в итоге Deliveroo как бы надо себе денег оставить, с ресторанов стрясти, им заплатить, и еще курьеру заплатить. И еще это просто в ноль, чтобы выйти. Это, в смысле, в ноль именно продать сам кебаб. А тебе же нужно еще operational расходы, сервис, реклама. Да. Вот, типа, скидки, например, когда делают там 1000 рублей, там, не знаю, скидка. Кто за это платит? Сервис платит за это, скорее всего. Поэтому он тоже прожигает инвесторские деньги. Вот, поэтому вот такие Deliveroo, Uber, Airbnb, возможно, они вот им сказали: ребята, надо быть прибыльными. И вот недавно Uber отчитался, говорит, мы заработали там, не знаю, сколько-то, 30 миллионов условно в прибыли были. Хотя до этого они там по 500 million прожигали каждый год. Вот, так что вот эти две основные штуки. Спасибо, Макс. Я понял то, что тебе нравятся вопросы про экономику. Очень нравится. Я постараюсь еще сгенерировать в процессе общения. Я тебя в первой части много расспросил про этапы, как выглядел переезд. Возможно, если есть еще какие-то детали, да, как это происходило, то было бы прикольно услышать. То есть тут, наверное, этот вопрос был бы адресован со стороны тех людей, которые планируют переехать, например, в UK, и твой опыт. То есть какие нюансы стоит учитывать, какие ошибки ты совершил, и не стоит как бы совершать людям в будущем. Не знаю. Я могу просто рассказать историю, как мы переехали. Давай. В общем, когда мне там в июне или, не помню, в августе предложили работу в Лондоне, мы тогда с моей будущей женой просто жили вместе. И я говорю, вот чтобы доказать, что мы живем вместе, нам нужно здесь это нормально, общий счет, счета за коммунальные услуги на твое и на мое имя, договор аренды. Я такой, что у нас из этого есть? Ничего. Да и вряд ли у кого-то есть, я думаю. Поэтому я такой лег и говорю, наверное, надо жениться. Вот. И через какое-то время, там, через неделю, я такой, все, давай, женимся и едем. Вот, мы поженились, соответственно, поэтому для нас документ вообще максимально быстро оформили, потому что нам не надо было доказывать, что мы там вместе сожительствуем. А тут нужно ждать какой-то гэп, условно, год, то, что вы вместе, вот вы расписались? Мы расписались там в сентябре, и перед подачей на визу там в этом же сентябре или условно. Ага. Вот. Так что, может, нам повезло, но нам не надо было. Вот, поэтому вот так. Приехали сюда, сняли Airbnb удаленно, это было очень дорого, но с другой стороны, 1500 мы за одну комнату в трешке снимали за месяц. Но с другой стороны, мы оттуда смогли нормально аренду найти. Аренду здесь, конечно, лучше искать летом, потому что такой сезон просто там мне риэлтор сказал, что вот просто такой сезон. Я такой, ладно, видимо, все привыкли, что летом высокий сезон, поэтому летом высокий сезон. В остальное время тяжелее найти. И проще изнутри, потому что одно время тебе говорят там, там приезжайте к нам в Бетнелл Грин, там очень классно, уютно. Вот, ты приезжаешь, а там Лондон Бат. Вот, это такой класс. Спасибо, ребята. Они такие, зато рыночки такие. Говоришь, да, хорошо. Пожил там год и куда-то в другое место. Поэтому проще уже, конечно, изнутри. Вот. Искать.
Ну и... Макс, я немножко еще запутался. Смотри, Давай. то есть, получается, до ты работал в другой компании, Да, вы я в Лондоне работал в физически Тренлайне. здесь были уже? Да. Все. Да, до Facebook я работал в Тренлайне. Они меня, собственно, сюда привезли. Ну, как привезли? Я за свой счет купил все, они мне вернули часть, за Airbnb они не вернули, потому что они говорят, сорян, ты мог у кого угодно, типа, на Airbnb снять, хоть своего дядя. Я такой, и то верно. Но я не жалуюсь, я очень доволен, потому что я знаю людей, которые вот там какие-то пакеты выдают, и они такие, блин, у нас осталось там еще, не знаю, X денег, как бы нам их потратить, потому что жалко, их потом кэшем не выдают. И я такой, ребят, я просто так на свои сюда переехал в долг. Так что у меня достаточно низкие ожидания были. Ну и, собственно, я переехал сразу из Ульяновска в Лондон, поэтому у меня нету таких страданий, как у некоторых москвичей, что тут, например... Сервис какого-то нет. Сервис нет. Например, вот Deliveroo я рассказывал, там кебаб, соответственно, стоит где-то раза в 1,5 дороже, чем ты его купишь. В Москве он стоит в 2 раза дешевле, чем если ты заказываешь из Яндекса, чем ты, если делаешь что там, потому что акции постоянные и так далее. Поэтому Яндекс еда отлично. Рекомендую. В чемпионат мира по футболу был в Питере, я только им и питался. Там были всякие акции, типа закажи на 1000 рублей, 500 скинем. Я такой, спасибо вам большое, Яндекс.Еда. Вот, здесь такого, конечно, нет. Здесь как бы за все платишь. Там платишь пламберу 200 фунтов. Он придет, скажет, ну, блин, я не знаю, инструментов нет. Уйдет, короче. Придет через неделю, говорит, блин, там стульчак не подходит к унитазу. Еще уходит на 2 недели. Приходит, поставил такой, ну, все, с вас там 200-300 фунтов. Вот. Стрижка тоже там, не знаю, 30-50, ну, в зависимости от того, где ты ходишь. То есть здесь очень высоко ценится человеческий труд в плане денег. И люди в целом более расслабленно работают. Блин, тут даже эти торговые центры закрываются. Во-первых, тут не так много торговых центров. Во-вторых, они закрываются в 16 или 18:00 в воскресенье. Потому что что? Ты же хочешь отдыхать, люди тоже хотят отдыхать. Или вот у нас есть Хай-стрит на Краученде, мы там рядом живем. Мы пошли туда прогуляться в 5 вечера. 6 еще не было. Половина магазинов закрыта, потому что вот ты со скольки работаешь? С 9 до 5. Ребята тоже с 9 до 5 работают. Но, кстати, хочу сказать, что те, кто из Мюнхена приехали, они, наоборот, очень довольны. Они говорят, блин, у вас что-то после 5 работает в будни, вот это да. Вот это класс. Потому что вообще жескач. Да. Макс, смотри, а пользовался ли ты медициной, как она тебе? Да, тоже достаточно долго. Хорошо, но долго. Большая часть, как бы, или мне так везло, или врачи правы, они как бы говорят там, посиди, само пройдет. Там даже если зайдете на NHS, у нас есть отличное приложение, у нас есть 2 отличных приложения и сайта, очень рекомендую, если кто-то хочет. gov.uk, это, соответственно, государственный сайт, там есть все. От того, чем отличается marriage от civil, partnership, кому перейдет ваша пенсия в случае смерти, как считаются налоги, какие льготы у вас есть и так далее, и так далее. Как визу сделать, какие требования для визы, там все есть. gov.uk, отличный сайт. И второй, соответственно, NHS. И вот в NHS, например, заходишь, там кашель. Там написано, типа, кашель нормально идет от 3 до 4 недель. Если он не проходит за 3-4 недели, обратитесь к врачу. Как бы. Ну, в целом нормально, в целом работает. Но если я попадаю к специалисту, то тоже как бы по-разному бывает. То есть иногда что-то помогает, иногда не очень. Вот, например, не знаю, вот с тем же кашлем, например, вот у моей жены были эти tonsil stones. Она, соответственно, пошла к врачу, записалась, через день ей позвонили, сказали, у нас нет места, там, через неделю сможем. Она в итоге телемедициной воспользовалась, они такие, да, хорошо, мы вас запишем к специалисту, он будет там через 3 недели, будет принимать вас в госпиталь. То есть есть у нас отдельно не педиатрия, а как это general practice, общей практики, и есть уже как бы хирурги в госпиталях. И вот между ними тебя сначала работают эти, потом те. Да, приехал туда и посмотрели, сказали, что ничего страшного, и как бы можно удалить самому, но я не рекомендую этого делать, ни в коем случае. Вот, ну она просто пришла дома и их выковырила. Вот. Но, к счастью, у меня есть страховка, она не сильно большая, она стоит где-то
170 фунтов в месяц на двоих. Что там входит? Много всего. Там даже входит 20 тысяч этого mental health. Психология. Да. Может быть, даже с таблетками, я не знаю. Вот. Но зато здесь таблетки, хотя и выписывают, тебе сразу выписывают курс, и он всегда стоит 9 фунтов, 9,5, вне зависимости от того. То есть тебе выписали, условно говоря, парацетамол, он стоит 9,5 фунтов, или тебе выписали какой-нибудь триптан от мигрени, там 60 таблеток, он тоже стоит 9,5 фунтов. Вот. Ну, тут типа такой единый сбор, получается, правительство за это платит. Но если тебе до 18, или ты беременный, или тебе старше 60, или 65, сколько-то, я не помню, то тебе бесплатно выдается. Я тут общался с друзьями, и они говорят, что практика следующая. На самом деле все зубы лечат в частных клиниках, потому что здесь бесплатные сделают тебе ужасно. А если что касается общих болезней, то идут как бы в госпиталь, либо, как бы к своему терапевту, я так понимаю, терапевт уже направляет. Вот. И если что-то срочно у тебя произошло, я не знаю, там, аппендикс удалить надо или руку-ногу переломал, то как бы принимает быстро, да? Относительно. Я был несколько раз в АИЕ, это что-то и emergency, может быть, accidental и emergency. И, соответственно, ты приходишь туда, и тебя там сортируют по твоему критичности. То есть, соответственно, там и все те, кто ногу переломал, и те, кому просто плохо. Вот. И если там ты, грубо говоря, потянул ногу или подвернул ее, то, в принципе, время ожидания 5-10 часов. В зависимости от того, в какой АИЕ ты поехал, где ты там и какая загрузка. Потому что у нас же тут страйки, кстати, москвичи. У нас здесь без проблем можно отключить пару веток метро, и никто даже... Ну, в смысле, люди как бы будут недовольны, но такое, в принципе, можно сделать. У нас постоянно сейчас делают вот страйки, повышение работ, повышение заработной платы, просто вот отключают там 3 ветки вот не работают, извините, там 2 дня, там, на выходных не работают, извините, пожалуйста, ну что поделать. Зато мы пустили автобус как бы по 2 полосам, одна в одну сторону, другая в другую. Но в России такое сложно представить, там дадут звездюлей. Да, и вот поэтому я немного скучаю, как бы. Я человек мирный, но иногда, мне кажется, некоторым людям как бы не хватает чего-то, да, просто вот я все понимаю, я готов платить большие налоги, ребят, просто можно мне, чтобы метро работало, я и так плачу много налогов. Макс, смотри, горячая тема будет. Какие минусы жизни Лондона ты мог бы назвать? Ну, во-первых, здесь дорогое жилье. В принципе, из-за того, что я переехал из Ульяновска, для меня сервис не особо изменился. То есть я в Ульяновске заработал сколько там? 120 тысяч рублей после налогов в Тинькове. Как бы я особо сильно по кафе не ходил, никуда не катался. Поэтому, когда я здесь стал получать 75 тысяч в год, это где-то 4-200 после налогов. В принципе, хватает на многое. То есть раньше была аренда 1500 в месяц, сейчас она 1800, у некоторых там вообще заоблачные 2300, 2500 каких-нибудь там. Это одна бедрум, ну в смысле однокомнатная. Однобедрумная здесь по количеству спален считается. Однокомнатная, это очень много. Но в целом, если работаете один с женой, без ребенка, должно хватить. Садики очень дорогие. Садики стоят 2000 фунтов на одного ребенка. В месяц, конечно. То есть, если у тебя 2, то тебе проще уже нанять либо няню, либо, не знаю. Я топлю здесь за коммуны, чтобы люди просто жили вместе и сплавляли детей друг другу вот так вот по кругу. Детей пока нету, вот, но да, те, кто есть, они говорят, что вот тяжело. Ага. Еще тяжело с личной жизнью в том плане, что если ты переезжаешь с женой или жена, например, приезжает с тобой, и кто-то из вас не работает, то очень тяжело социализироваться, потому что они обычно сидят дома. И вот в ковид и после ковида у некоторых моих знакомых тоже были разводы, просто вот по причине, особенно если второй человек любит кататься в Россию и сравнивать, типа, как жить там в Москве, например, или в Питере, или еще где-то, на лондонскую зарплату. Вообще класс. Ну, до 2022 года там еще проще было летать, там был прямой
в Петербург. Сейчас посложнее, но все равно многие катаются в Сербии. Поэтому это путь в никуда, так что либо надо работу какую-то находить для второго человека, либо как-то его социализировать, интегрировать с другими людьми, потому что без этого тяжеловато будет. То есть какие-то хобби, да, где вместе с другими людьми можно Да. Можно с русскоговорящими, можно с англоговорящими. Тут много всяких кружков, особенно для людей старше 50. Там общие танцы, там гарденинг есть. Тут же парков очень много. У некоторых парков есть такие зоны гарден. Там просто есть клумба небольшая, вот там вот этот там район вот за эту клумбу отвечает, этот за эту. И можно там проводить время. Но да, вот из-за языкового барьера и из-за того, что на работе нету общения, потому что нет работы, может пойти все боком из-за того, что не с кем общаться. То есть были случаи, я видел сам. Очень сочувствую. Макс, слушай, а вот про жилье мы тут с тобой разговаривали, да? А сколько в среднем стоит коммуналка? Из чего она состоит? И до 22 года, после 22 года? Коммуналка сейчас... у меня есть Excel-ка на телефоне, но мы на него пишем. Я сейчас так по памяти вспомню. Да. Соответственно, коммуналка есть. Надо платить за электричество, за воду, выведение, отведение, консилтакс. То есть, если ты живешь, ты платишь, ты платишь в свой район, в котором ты живешь. И они уже на эти деньги ставят фонари, вывозят мусор, строят велодорожки, нанимают полицию и так далее. Прикольно. То есть это вот такой налог на жилье, скажем так. Если ты один, ты платишь на 25% меньше. Если ты вдвоем, то платишь полную стоимость. От района зависит цена? Да, от района зависит цена. То есть чем хуже район, тем меньше консилтакс. Потому что там и расходовать мало кто расходует, и жить мало кто хочет. Соответственно, вот мы живем в Хакне сейчас. У нас аренда 45 квадратных метров, 2 комнаты и кухня отдельная. Но это считается one bedroom, потому что спальня одна, living room не считается за bedroom. Она стоит 1800 в месяц. Плюс мы платим консилтакс, по-моему, 1700 за год, разделенный по 12 месяцев. Плюс в среднем зимой больше, летом меньше за электричество платим 200 фунтов в месяц. Плюс за воду 300 фунтов за полгода. Ну, вода здесь самая дешевая, по-моему, из этих расходов, да? В целом, наверное, да. Но зависит. Я встречал человека, который платит 180 фунтов за воду в месяц. Я не знаю, как. Я вот с чем я не разобрался, так это с водой. То есть там можно как-то по счетчику платить, а можно без счетчика. И я так и не понял, как по счетчику. Может, он самогон гонит там? Может. Нужно. Поэтому я без счетчика, и там оно как-то по среднему считается. Вот. Еда, в принципе, наверное, такая же, как в Сербии и в Москве. Я не знаю, ты был в магазинах. Цена какая? Здесь? Такая же, да. Ну, здесь дороже, где-то в 1,5 раза. 1,5 раза. Ну, не критично. Вот кафе здесь сильно дороже. То есть, я говорю, вот яркий пример. Кебаб, то есть тарелка с рисом и курицей стоит 20 фунтов. Но бывают и приятные исключения какие-нибудь, там, не знаю, и Токио, вот там суши японские, японцы работают, японцы открывают, но стоит гораздо дешевле. Там можно на 15 фунтов даже поесть. Мне здесь очень понравилась концепция магазина Mark & Spencer, где еду продают. Во-первых, там много готовой еды хорошей. То есть, если в России там купишь какую-то готовую еду, я не знаю, лазанью, пиццу, это будет Г полное, там просто будет тесто, я не знаю. Вот здесь не так. То есть, кинул в духовку, разогрел, все готово. Во-вторых, то, что есть разделение на типы, например, мяса кур. Куры свободного выгула, куры, которые в клетке сидели, не видели солнышко, и куры, которые щипали травку там где-нибудь в ферме. Да. Вот, то есть, ну, условно говоря, если у тебя есть деньги, то ты можешь выбирать, что ты там хочешь поесть. Да. Вот, это, ну, как бы такого я не видел в России, то есть, да, там есть вкусвилл, но до такой сегрегации как бы там не доходит еще. Я не был в вкусвилле, я ходил в Магнит, так что я не знаю. Но я заметил, что здесь еда в магазине примерно такая же вкусная, как в ресторане в Ульяновске. Да, да. В Москве, наверное, тоже. То есть, если я в Москве не жил, не знаю, ребят, извините, я сравниваю с Ульяновском, практически нет разницы, где есть, дома или покупать. Условно говоря, курица стоит целая там. Раньше стоила там в 2019 230 рублей, сейчас, может быть, она стоит 350. И бизнес-ланч стоил 300 рублей. То есть, грубо говоря, примерно то же самое. Ну, может быть, в 2-1,5 раза дороже. Если там
чуть-чуть больше зарабатываешь, что в принципе не критично, и можно вот иногда кушать бизнес-ланч или просто есть где-то в кафе. Но здесь это абсолютно невозможно. У меня вот бюджет, у меня он там расписан, и у меня на кафе-рестораны заложено 250 фунтов в месяц. И я, ну там, раз 10 могу сходить, может меньше, зависит от того. Потому что здесь я не пью, к счастью, и вам не советую. Но даже если заказать Кока-Колу, это уже плюс 10, плюс 15% к счету. А тут еще сервис чардж включается. А тут вино, пиво, там пиво 6 фунтов, вино там 12, там все. Там зашел поесть с вином и ушел без... 50 просто уходит. Вот. И зачем, когда можно купить даже не готовый обед? Я не знаю, не пробовал готовых обедов, я готовлю сам. Можно купить просто нормальную еду и приготовить дома. Даже курица, которая в клетке, здесь очень вкусная. Яйца вкусные, молоко сладкое, вкусное. Вот. Вкуснее, чем в России, но да, но и дороже. Но я не знаю. То есть у меня здесь еда именно в ресторанах, она по уровню как... Ой, в магазинах, как в ресторанах в Ульяновске. В ресторанах здесь иногда даже будет менее вкусно. Бургеры вот какие-то, я не знаю. Ты любишь бургеры? Да. Вот. Я здесь не находил вкусных. А? Плескаются. Плескаются я тоже люблю. С кремаком. Окей, Макс, а скажи, пожалуйста, заметил ли ты какие-то существенные отличия в образе жизни, культуре по сравнению, допустим, с Россией? В образе жизни я не знаю. Угу. Могу разогнать немного за моду, потому что я не знаю, как в Москве, может быть, там так же. Но здесь есть такая интересная идея, собственно, опять про экономику. Почему в зале в H&M продает полное плохое говно? Плохие вещи продают. Потому что идет такая обратная связь. Zara выпускает какой-то шмот. То есть здесь вот у меня зарплата 4200, например, в месяц. Да? Если кто-то зарабатывает в 2 раза меньше, он зарабатывает там не 2000, а чуть больше, потому что у него налогов меньше. То есть там, зарабатывает, например, 2500, там 1500 он отдает за аренду, раньше отдавал, сейчас больше. И у него остается 1000. И вот на эту 1000 он может, грубо говоря, пойти купить там, не знаю, вот девушек особенно касается, какое-нибудь платьице в Заре за 30 фунтов. То есть это там сколько? 3% от того, что у тебя осталось. Уже прям твоих денег. И ты просто его покупаешь, одеваешь, и все. Тебе даже его стирать надо. Ты выглядел его 5 раз, и потом в следующий раз покупаешь еще другое платье. Особенно если ты по фигуре подходишь, потому что Zara подходит не для всех фигур. И H&M то же самое. И, например, я думал, у меня много вещей. Я стал гуглить всякие статьи, как там минимализм, вот это все, и люди такие: постарайтесь там выбрать более бюджетные марки, типа Zara и H&M. Я такой: ну спасибо большое, я никогда там не одевался. Вот. В итоге я почитал, и я узнал, что есть люди, которые не одевают больше вещи после того, как они выставили лук в Инстаграме. То есть сфоткался в Инсту, это все. И они либо отдают тут очень много просто так. Тут есть, я не знаю, ты видел, нет? У вас есть на районе? У нас на районе есть отдельная мусорка такая, типа donation. И туда люди просто одежду складывают. Потом кто-то ее подбирает, либо прям там лутает, либо их развозят по charity-шопам, ты там можешь дешевле купить иногда. То есть потребление просто большое. Но с Америкой вообще не сравнится. Я не был, но мне там рассказывали, что там вообще забей. Там очень-очень-очень много. Вот потребление здесь, да, больше, особенно вот одежды именно такой. То есть если охранник пятерочки с айфоном 13 стоит, это как бы норма. Здесь... Я заметил, у всех тут айфоны. Да, ну последней модели. А чё? Вот мой самый большой, самый дорогой iPhone, он стоил мне 50 фунтов в месяц. Если ты берешь какой-нибудь телефонный контракт и не берешь там iPhone Max Pro 13, а какой-нибудь возьмешь там обычный iPhone, там не Max, он тебе будет стоить 30-40 фунтов в месяц вместе там с каким-нибудь безлимитным интернетом. Ну и ты просто как бы 40 фунтов это в целом сходить в кафе один раз с вином одному. Так что я думаю, такие деньги у тебя есть. Тем более я вот за свой интернет плачу 15 или 20, я не помню. То есть уже половину у меня съедает интернет. Макс, а кому бы не посоветовал релоцироваться в Лондон, в другую страну?
Кому нравится там, где он находится. Вот, например, если бы я, например, был, не знаю, каким-нибудь хозяином, ну или владельцем типографии где-нибудь там в Москве и печатал бы баннеры и зарабатывал бы, не знаю, лям или 2 в месяц, как бы зачем мне ехать сюда? Потому что здесь очень большие налоги. Здесь, я не знаю, как тут в бизнес, наверное, тут нужно тоже специфику смотреть, потому что я никогда бизнесом не занимался. Ладно, я занимался 1 раз, у меня была 1 раз команда, полгода из 4 человек, включая меня, и мы разрабатывали софт для компании, снимая отдельную квартиру вот в доме напротив. Угу. Вот, и это было тяжело. Это неблагодарная работа. Да, это тяжело, но мне понравилось. Но в целом, как бы, мне хорошо, потому что я приехал из Ульяновска. Я получал 120 тысяч, здесь я получаю, не знаю, 4000 фунтов. После всех расходов у меня примерно столько остается. Я такой, ну, нормально. Я еще родителям иногда могу денежку отправить. То есть здесь ты ради денег, по сути, в Лондоне? Да, здесь я больше денег зарабатываю. То есть нет такого, то, что лежит душа, нравится страна, город? Ну, может быть, но я нигде, кроме Ульяновска, не был. В целом мне здесь нравится. Здесь хорошо. Здесь, я не знаю, здесь очень тепло. Вам не видно, но потом заснимут. Здесь очень тепло, то есть Портман и Альбион — это все в раке. Здесь... Я здесь перестал болеть. Я здесь болею раз в год в ковид. Вот зима, вот стандартно, зима приходит, а ковидом болею, и все. Здесь очень хорошая транспортная сеть, потому что страна небольшая, она вмещается, если взять... UK, вот как весь остров, его повернуть боком, то он будет вот между Москвой и Казанью. Вся Англия, вот весь UK. Вот тут на поездах очень хорошо кататься, хайкать. Температура иногда в январе бывает плюс 16. Если там -2 и замерзла река, это просто событие века. У вас тут в парках попугаи летают, о чем говорите? Да, попугаи летают, у нас тут бамбук растет. Короче, очень тепло, очень приятно. Я здесь стал больше денег зарабатывать. Особенно если ты работаешь на какую-то компанию из фанк, которая еще акции дает. Я не знаю, вам Яндекс дает акции? Дает. Раньше давал, сейчас мы на NASDAQ не продаемся. Вот, да. Но, наверное, в России был единственный вот способ как-то зарабатывать чуть больше, это вот в Яндексе. И хотя даже и сейчас я смотрел вакансии в России, сейчас очень много мест. Блин, мем, короче, я смотрел вакансии, просто интересно было. И там был какой-то ООО ЧОП Вектор, там нужен был фронтендер за 300 тысяч рублей в месяц. Я такой, ну, наверное, вам очень нужен. То есть там из-за того, что много людей уехало, зарплаты поднялись. Поэтому если вам хорошо и не хочется никуда уезжать, то ничего страшного. Если хотите посмотреть мир, то пожалуйста. Поэтому я не знаю, как посоветовать людям, езжать или не езжать. Можете попробовать, как бы с вас за спрос денег не берут. Скатайтесь, посмотрите, понравилось, нет, не понравилось, ну вернетесь там во ВКонтакт, я не знаю, где вы работаете. Наверняка сейчас Сберфуд очень много хайрит и так далее. Ну, сейчас, да, как бы хайринг активный стал. Вот, я знаю, короче, по слухам, один чел из Фейсбука, ему тут не понравилось, вот как раз по всем этим причинам, что медленное здравоохранение немного, соответственно, большая аренда. У нас тут энергетический кризис, кстати, у нас очень большая цена на электроэнергию. Мы платили, когда мы приехали в 2019, мы платили, я не помню, 10 пенсов за киловатт, а сейчас мы платим 30, и то нам могут повысить. Там тоже отдельная история, почему это произошло. Но это произошло до 2022 года. Вот, и он такой, типа, fuck it, я поеду обратно, там, вернулся или нашел себе работу ВКонтакте, как бы, ребята говорят, очень довольны. Я не против, потому что нету такого, знаешь, типа супер святого места, где всем супер хорошо. Просто есть где-то, где тебе лучше, чем в другом месте. Есть какие-то риски, которые ты осознаешь, и ты готов нести эти риски. То есть у нас, например, риски того, что процентная ставка так и пойдет вверх, и жилье будет очень дорогое, и я его не куплю. Плюс энергетический кризис продолжается. Если, не знаю, правительство так и продолжит следовать зеленой повестке, у нас еще и цены за электроэнергию уйдут вверх. Ну, то есть ты не исключаешь того варианта, что спокойно вернешься в Ульяновск и продолжишь там жить? Нет, абсолютно нет. Потому что, понимаешь, если бы было
как вот там в 2019-2015 ставки 0,5%, там нефть по 50, там и электричество там по 5 пенсов за киловатт, возможно, здесь тогда было бы лучше. Но сейчас, да даже ты знаешь, там в Сербии, вот у меня знакомый есть, хрущ снимался за 300 евро, потом он 600, сейчас он снимается за 900. Да. Как бы там кто-то снимает чуть подороже. У нас примерно такие же цены. То есть везде в мире сейчас стало дороже жить и больше стало расходов на всякое сопутствующее. Просто ты как бы выбираешь, где тебе удобнее жить. Или где у тебя работа есть. Вот Яндекс, например, переехал же в Сербию. Да. Блин, хотел закончить этот блок, но вспомнил про один момент. Расскажи про неприятный случай с велосипедами. Как тебя грабанули. Вот тоже, кстати, ребят, тут... Во-первых, чуть-чуть небольшой офф-топ. Что мне здесь нравится, здесь никому до тебя нет дела в хорошем смысле. То есть можешь ходить как хочешь, никому нет дела в хорошем смысле, что ты там из России, из Ирана, из Дагестана, откуда угодно. Все как бы... Максимальный нейтралитет. Максимальный нейтралитет. Все люди, у всех одни и те же чаяния. Как бы хорошо покушать, хорошо поспать и денег заработать. Поэтому нет. И, соответственно, полиция из-за этого, она не особо следит за преступностью мелкой, которая, например, отнимает телефоны или там отнимает велосипеды, потому что это обычно дети до 20 лет. А как бы если их в тюрьму посадить, то будет очень хуже. Поэтому есть такая двойная ситуация. То есть вроде как бы полиция есть, но за мелкие преступления не совершаются prosecutions, наказания. Вот. И, собственно, вот у меня был. Мы катались по Шордичу, и моя жена пошла в туалет в паб. Был вечер, и я стою ее просто возле паба на велике. И тут ко мне подходят два чернокожих человека в масках, достают вот такой вот нож, говорит, слезай с велика. Я такой, не вопрос, ребят, я только телефончик возьму. Я там отстегнул телефончик, говорю, все, ребят, езжайте, нет проблем. Полиция, конечно, потом нашла не их, а может и их, потому что они были в масках. Тут хоть весь город в камерах, но была такая плохая видимость, и что-то она туда не смотрела. Вот. Мне страховку выплатила, и полиция нашла чела с 10 великами, похожими, в которых был мой, но не смогла доказать, что это именно Олдсперм. Он, может, покупал, откуда мы знаем. Доброй души человек покупает велосипеды и продает их. Поэтому состава преступления нет, извините, вот ваш велосипед. Нет тела, нет дела. Нет тела, нет дела, поэтому я его вернул в полицию. Вот. Но кроме этого вроде ничего не было. Ага. Да, Макс, хочу к следующему блоку перейти, он называется биографический. Давай. В первую очередь, как бы у меня подкаст про людей, интересно понять, как бы, что стоит за человеком и как бы какие мотивы и как его привело, ну, условно говоря, если мы говорим про себя, в Лондон, да? Да. Скажи, пожалуйста, про свою карьеру IT, с чего ты начинал? Да, начинал я не то чтобы очень давно. Я вообще даже и не особо-то планировал быть программистом. Мне просто отец как-то принес в детстве как-то ZX Spectrum, может кто-то знаете, по-советски он назывался KR05. Это просто такая клавиатура, которая подключается к телевизору, к ламповому, и загружает программы с кассеты, с аудиокассеты, и записывает туда же. И там была книжка. Я просто сначала печатал, а потом я стал перепечатывать программы из книжки. И я такой, круто. Я там не знаю, что-то делаю. Я стал сам делать. И потом они мне купили нормальный компьютер в 8 классе. И я уже тогда на нем что-то программировал на Basic. То есть я тогда Basic знал только. И я узнал, что у нас есть лицей при ЛГТУ, чисто случайно от знакомых. И я решил туда пойти. А, ты тоже оттуда? Да, я тоже оттуда. Я, в общем, не готовясь, как-то прошел все испытания. Абсолютно чудо, мне повезло. На самом деле мне очень много везет и очень много везло в жизни. Мне повезло, что мне папа принес этот компьютер, что я в нем разобрался. Повезло, что я узнал, что есть лицей. Я пошел туда. Я был... Какая же история? 4-й снизу. Я был вот по проходному баллу. Вот. И потом я опять случайно узнал, что там есть клуб. Не клуб, а есть 3-я группа вот
программистская. Ага. LC 3.0.4. Вот, я пошел туда, говорю, хочу к вам. Они говорят, хорошо. Что умеете? Я говорю, ну вот на Basic писать. Они говорят, ну давай, покажи. А там были ребята, которые там в Flash делали сайты, там в HTML, еще что-то такое. Ну ладно. Они говорят, ну хочешь показать? Говорит, вот тебе задачка. Есть 5 чисел, вводишь их, а потом выводишь по возрастанию. Я, короче, не знал там, что такое массивы. Я такой, ну ладно, я сделаю. Я сделал без массивов, без кучи ифов. Преподаватель такой посмотрел, говорит, сильно, говорит, а что такое массив, знаешь, что такое нет, а что это такое? Он такой, ну ладно, научим. Вот, ну и пошли туда. И я пошел туда, собственно, там учился. Немного участвовал в олимпиадах, не сильно много. То есть я там на всероссийскую я не попал, потому что я на локальной занял 5-е место. Но мне очень нравилось. Я сильно задротом не был, но какие-то задачки я умею решать. То есть алгоритм Dijkstra помню, но A-Star я уже не реализую. Вот. Короче, путь успеха. Родиться в Ульяновске, пойти в лицей при ЛГТУ, потом поступить в политех. Да-да, тут как бы вот все, мы все оттуда, все с СВМ, все с политеха. Вот. И потом, да, потом, когда мы заканчивали, там у нас вообще же еще было, мне-то еще как повезло, я застал начало становления ЕГЭ. Ага. У нас это называлось централизованное тестирование. И там, так как это только вводилось, это было в виде эксперимента, я сдавал его очень много раз. Короче, ты мог сдать обычный и на компьютере, поэтому я сдавал математику 4 раза. Я сдавал математику обычный, сдавал математику на компьютер. Есть еще математика 2, там типа такие полуолимпиадные задачи. Я ее сдавал обычно, сдавал на компьютере. Из-за того, что я там участвовал в олимпиаде студенческой по программированию, я там получил на 33 балла больше, чем мой ближайший конкурент, а мы все из лицея, вот из этой группы. Я получил максимум баллов по физике, и русский я как-то сдал на 65. В итоге я там топ-13 был, и у меня вот мои друзья, знакомые там в Москву уехали, еще куда-то. Я такой, ну ладно, я типа здесь с друзьями буду. Вот, и пошел на ЭВМ, потому что там тоже у нас был преподаватель, 2 преподавателя с ЭВМа. Вот, и я пошел туда. А почему вы выбрал фронтенд разработку? О, это тоже. Да, cool story продолжается. На EVM, короче, первый курс я не учился, потому что там был Паскаль, а потом был C. Я вообще его не знал. То есть я знал Паскаль, потому что я его выучил в лицее. И потом C. На C у нас очень классные лабы были, на C++ мы там всякие вещи делали. Плюс еще у нас был отличный преподаватель, хоть его мало кто любил, Шамшев, но он хорошо спрашивал. То есть, типа, первый курс, там, второй, ты сдаешь лабу, типа, там, ввести 5 чисел, отсортировать их. А он такой, я ввел B, она не работает, извините. И вот там я научился, собственно, писать хорошо программы в том плане, чтобы они не падали просто так. Вот. И после этого я стал делать лабы обычно девушкам, там были другие потоки, либо не на EVM, на других специальностях. Я им делал лабораторные, курсовые, дипломы, но только программерскую часть. Как бы текст я не брал писать. И я так научился работать с C-Sharp. Тогда же тоже C-Sharp только-только начинался. Какой был, получается? Если LC 04, 5, 6, 2006-2007 год, C-Sharp только начинался, все такие, что такое, у нас C++ есть. .NET тоже, что за фигня? Вот. И я как-то выучил C-Sharp, потом работал в компаниях по C-Sharp, потом я работал там в интернет-магазине группа компаний ТМ из Ульяновска. И я, собственно, кроме C-Sharp ничего не умел. Вот. Потом я пошел в другую компанию. Меня, как это называется, Undev, Under Development. Это там привезли компанию из Москвы впервые с зарплатами в 2 раза больше, чем в Ульяновск. Да, было 45 тысяч. Это вообще-то не хухры-мухры в 2013. Вот. Но я там недолго проработал, где-то 9 месяцев. Вот. Потом я уволился и искал фриланс. И на фрилансе я тоже работал на C-Sharp. При этом я пытался найти нормальную работу, но тогда, в отличие от сейчас, люди не готовы были брать и обучать. То есть они как бы брали людей с универа
Да, был такой момент. И они вот если ты знаешь PHP, а скорее всего у тебя был в универе PHP, то ты идешь работать в любую компанию. Но если ты, как я, не знаешь PHP, то ты как бы проклят, потому что как научиться, непонятно. Ну, то есть я могу там PHP-страницу сделать, а потом там в Symfony был какой-то, еще что-то. Я такой, ребят, вы что, можно я просто буду у вас работать, и вы будете меня обучать? Они такие, нет. Я такой, ладно. Я в итоге, я просто был неформатным, я не вскакивал туда. Я в итоге на C# так и работал. То есть я делал, если кому-то надо был сайт, я делал его на ASP.NET MVC. А если так, то программку на C# для Windows. И потом мне нужно было для моего какого-то типа стартапа проекта, я хотел вот софт, который мы разрабатываем для доставщиков, грузоперевозок, перевести на онлайн, чтобы им пользовались много. И я такой, блин, у меня форма огромная, как ее грузить на Ruby on Rails? Непонятно. Я стал гуглить и нашел React. Я такой, о, круто, попробую. И я стал, мне понравилось, я стал React внедрять во все свои онлайн-проекты на Upwork. Вот. И я просто так прокачался, когда его делал, что меня взяли в Тинькофф сразу на позицию сеньора, вот когда тогда я тебе рассказывал, что меня взяли туда. То есть я до этого нигде на React, на JavaScript не работал. То есть я сам работал, причем React тогда был в версии то ли 14, то ли 15. Там не было еще классов, ничего, там типа просто react.createElement ты в объекте пишешь. И вот мы с сестрой там тоже и другой софт разрабатывали уже полностью на React практически. Вот. И там просто бэкэнд был на C#, и все равно, но главное, что фронт. И так я узнал фронт. А уже из-за того, что я использовал это, я уже как-то верстку подучил там. Сначала, естественно, там Twitter Bootstrap был, потом верстку и так далее. Но сейчас, конечно же, гораздо проще. Сейчас вот у меня есть даже знакомая, я ей помогаю, она проходит курс онлайн, или она их откуда-то скачивает, как бы, что тоже хорошо. И она мне пишет, там, Максим, у меня вот так вот, помоги. Я ей помогаю, мы общаемся, менторинг это, наверное, называется. Да. Вот, я ей говорю, куда дальше копать, что дальше искать. Вот. И тогда такого не было, вот, когда я был. То есть вот Undev единственная компания, которая решилась набирать людей и переобучать их на Ruby и на Ruby on Rails. Все остальные больше никто не делал. Вот, поэтому у меня так получилось. То есть мне не повезло, что я 4 года был в Лимбо и непонятно чем занимался, но мне повезло, что в итоге это меня привело сюда. У меня тут следующий вопрос есть, интересно составлен. С какими трудностями ты сталкивалась в своей карьере разработчицы? Вот с этими вот трудностями я и столкнулся, что изначально я был не форматный для рынка, и я не знал, как этот формат получить. То есть нужна была Java, нужна была PHP, JavaScript не было тогда. То есть вот эти обычные. Потому что на Java делался аутсорс, на PHP делался аутсорс. И вообще, я не знаю, знаешь ты или нет, в Ульяновске до определенного времени 10% мирового e-commerce был сосредоточен. Ну да, X-Card, потом типа Equit оттуда пошел. Z-Card, CS-Card. Да, они все там друг у друга что-то. Да. И это вот все вот реально мировой e-commerce. Поэтому столица дверей Ульяновск, и потому что двери по всей России делают ульяновские, и вот PHP разработки. Соответственно, я был неформатным, мне из-за этого было тяжело. Сейчас, конечно, если бы я был таким неформатным, я бы просто узнал, где больше платят деньги. И пошел туда, да. И пошел бы просто вот курсы пройти. Хотя с курсами тоже. Я вот когда был у меня период вот с 2018 по 2019, когда я искал работу, я был в компании, которая делает курсы. Какая-то из этих. Я не буду говорить, во-первых, потому что не помню, во-вторых, негоже так делать. Но, в общем, там было 8 заданий по JavaScript, и у них было требование, значит, вести занятия минимум 2 часа по методичке и проверять задания студентов. Было 300 студентов на этот курс записано. Из них приходило на этот недострим 10 человек, и никто не писал в чате. То есть это вообще ужасно. Я вел стрим 2 часа, потом они мне... И там задачки были типа, вот откройте браузер, введите var a плюс b равно, там, ну, условно, там, var a равно 5, var b равно 10, a плюс b. Сделали, молодцы, хорошо. То есть это было
очень низкий уровень образования, поэтому я провел у них 2 занятия, сказал: ребят, мне пофигу на контракт, я просто ухожу. Я вам ничего платить не буду, вы мне ничего платить не будете. Говорю, решайте как хотите, я этим профанацией заниматься не буду. Это какой год был? Вот 18-19, скорее всего 19, потому что в 18 мне в ноябре сказали, что денег нет, поэтому, скорее всего, в 19. Интересно. Я тоже вел свои курсы на Geekbrains по Nest.js, но там на самом деле сложный курс был, то есть и все ребята делали домашку. Во-первых, мы там поднимали сервер, потом мы типа писали абстракцию, базы данных, все вот это, авторизация, вот, и как бы каждый делал домашку, еще требовал, чтобы побыстрее проверил. Может, потому что у меня был базовый JavaScript из-за этого. Может быть. Но я не знаю. Я не помню, на самом деле, где я был, в какой конторе, но, наверное, это на базовом. На продвинутом, если так, то я очень рад. Вообще, тем более, сейчас делают какие-то рассрочки. Блин, какие рассрочки? Я не рекомендую этого делать, но вы можете в интернете скачать курсы, посмотреть, как он выглядит, а потом пойти к преподавателю. Да, на торрентах тех же самых. Да, последняя рубрика Блиц, Макс. Давай. Ульяновск или Лондон? Ну, вот получается Лондон тогда. Почему? Потому денег что больше. Денег больше, приятнее, очень много парков. Хоть и транспорт не особо доступный, но здесь он очень пешеходный. Можно ходить просто вечно. Здесь везде поребрики скошенные. Можно и на велосипедах, и на колясках. Доступная очень приятно. среда. Да. И тепло. Очень тепло. Макс, по каким российским вещам, привычкам скучаешь? Вот я скучаю по друзьям первое время. В первую очередь. Очень вас не хватает на самом деле, ребят. Очень люблю вас. Вот, по друзьям скучаю. По рыбе сушеной. Что еще? Улкэмп, вот. Всякие конференции. Здесь, я не знаю, что. Здесь такое чувство, что очень мало конференций. Даже в Ульяновске был Улкамп, была стачка, или еще какие-то конференции, РИФ. И это только в Ульяновске. А в России и в Москве там вообще просто, там в Питере каждую неделю митап. В Москве там тоже Яндекс.Конф, ЯЦ, еще какие-то там, вы сейчас AI делаете, наверное, кучу конференций. Так что вот движухи такой профессиональной не хватает здесь. Ну и сушеной рыбы, да. Самый стрёмный случай в Икее. А я вот уже рассказывал. Вот это самый стрёмный. Да, больше не было ничего. Нет, есть, конечно, я могу рассказать, что Давай. был чел тоже. Он в Ричмонд-парке, он на своем... Во-первых, он известный велосипедист. Он катался на своем велосипеде, и там была банда мотоциклетов, которые с мачете гонялись за ним. Он в итоге им как-то байк то ли отдал, то ли сбежал. И их нашли только потому, что он написал себя в Твиттере, что за мной гонялись типа чуваки на мотоциклах с мачете. Но вот недостаточно быстрая бывает полиция. Да, и что ты любишь в Икее? Вот я еще раз повторюсь, очень классно, что здесь можно гулять очень много, есть что делать. Есть что делать вокруг Лондона, потому что очень много куда можно доехать на поезде за час, за полтора, чем мы, собственно, и пользуемся. Мы почти каждые выходные куда-нибудь выезжаем, там Брайтон, Ричмонд, Рамсгейт, Винчестер, другие города. Просто выйти, погулять вокруг, либо там на ярмарку походить обратно. И очень тепло. Вот ульяновских дождей или каких там вот проливных дождей здесь нет. Здесь, там, не знаю, вот в душе есть такой режим спрей. Вот здесь такой вот иногда делает спреет. Температура в целом очень мягкая. То есть, если сегодня было 23, то завтра плюс-минус 2 градуса, не плюс-минус 10. То есть, она очень плавная. И зимой, осенью даже там плюс 10 это прохладненько считается осенью. То есть, обычно еще теплее. И на велосипеде можно кататься круглый год. Круглый год? Да, да. Ну, если в целом, если ты чуть потеплее зимой оденешься. Но вот я прошлую зиму, я всю зиму в шортах проходил. Офигеть. Кроме пары дней. Вот когда меньше плюс 5 опускается температура, вот тогда я одеваю штаны такие флисовые, фланелевые немного. Потому что колени начинают болеть. Но в целом я почти все время проходил в шортах. Очень Макс, классно. факап на пути твоего становления, то есть профессиональный факап. Профессиональный факап. Да. Ну вот то, что я бы сказал, что то, что я начал заниматься C-Sharp, а не чем-то другим, но с другой стороны это привело меня сюда. Наверное, на самом деле самая большая трудность была вот после того, как
мы расстались с Андеф.ру, меня очень большая депрессия нахлынула, потому что я понял, что меня могут из любого места уволить. Я такой, зачем там работать, если меня могут уволить? Вот, и поэтому у меня вот было какое-то время, я год или два отходил от этого, а потом такой, ну ладно, я что-нибудь буду придумывать тогда свое. Вот, ел куру с гречей, и в итоге мне повезло вот найти работу и потом сюда. Но не обязательно так повторять, сейчас, короче, не обязательно страдать, страдания не ведут к хорошим вещам сами по себе. То есть они ведут, если, например, как я, когда я целенаправленно искал работу, удаленную, и отказывался от чего-то другого. Но если ты просто такой, о, я вот брошу универ, короче, вот там Стив Джобс так делал, скорее всего, скажешься в Макдональдсе. Вот, поэтому... Вот. Ну, там родители должны быть еще обеспеченные, которые дадут капитал. Да, Макс, такой глобальный вопрос философский. Без чего бы твоя жизнь не имела бы смысл? Без моей жены, наверное. Без По крайней мере, сейчас. Без семьи, да. Без меня самого. И без моих родителей. И друзей. Скучаешь по родителям? Нет. Не сильно. Был этап, когда скучал? Нет. Я их и в Ульяновске навещал, каждую неделю приезжал. И сейчас мы созваниваемся каждую неделю с ними. Поэтому, возможно, они по мне скучают, я их понимаю. Но для меня вот факт общения, он закрывается. Наверное, потому что мы много общаемся. Ну, по крайней мере, я реально звоню каждую неделю. У нас, кстати, сегодня должен быть созвон. И я общаюсь с ними 2-3 часа. Узнаю, как у них дела. Они мне присылают видосы, я им присылаю видосы. В принципе, единственное, чего не хватает, это вот живого присутствия и маминого борща. А так, в целом, мне по общению пока хватает. Но еще, конечно, мне везет, что они пока еще достаточно молодые. То есть у меня нет вот этого, как у некоторых моих знакомых друзей, что, например, один родитель или старый, и они вот в такой непонятной ситуации, что делать. У меня пока все хорошо с этим. Вот они стараются следить за своим здоровьем, я им присылаю деньги. Вот. Сейчас вот они отдыхают. Да, Макс, спасибо большое за разговор. Разговор получился, как по мне кажется, душевным, такая психотерапия. Да. Вот. Спасибо, что согласился, спасибо, что нашел переговорку. Было приятно с тобой пообщаться на экономические вопросы, да и просто. Вот. Пожалуйста. Спасибо большое. Да. Если что, может быть, успеем на обед? Да. Или у тебя следующий? Не, мы как раз пойдем на обед. Пойдем.